Если вы хотите украсить свой сад необычными на вид цветами и привлекательной ажурной зеленью, посадите в своем саду разные сорта очаровательной и неприхотливой дицентры. Среди этого высокодекоративного травянистого многолетника есть много разных видов и эффектных сортов, которые отличаются не только окраской соцветий и высотой кроны, но и сроками цветения. Многие привыкли считать, что это растение хоть и очень красиво цветет, но своими необычными и яркими соцветиями радует только с мая по июнь. Спешу вас обрадовать, что среди дицентры есть виды, которые цветут не только ярко и обильно, но и долго, начиная с середины мая и продолжая по август-сентябрь. Также очень популярны ее низкорослые виды, которые разрастаются пышными кустиками высотой не более 30 см. Они образуют густые, плотные заросли из привлекательной резной листвы с голубоватым отливом и ярко-розовых цветов. Посадки низкорослых видов дицентры не только украсят ваш сад на весь сезон, но и избавят вас от сорняков, ведь под пышной зеленью этих растений сорной траве уже будет не место. Кроме всего, дицентра может расти как на открытых участках, так и в тенистых местах. Большая часть видов дицентры родом из Северной Америки и Дальнего Востока. Они не боятся морозов и яркого солнца. С этим растением связано много красивых легенд о несчастной любви. Необычный вид цветов дицентры напоминает по форме разбитое сердце. Многочисленные длинные соцветия этого многолетника красиво изгибаются в виде дуги. Они украшены яркими цветочками-сердечками почти по всей своей длине. Когда ветер колышет крону, цветочки красиво покачиваются, словно красочные капельки или сережки. Дицентра – это невероятно эффектное и в то же время неприхотливое растение, с которым справятся даже начинающие садоводы. Она станет расти и красиво цвести на солнце и в притенении. Цветочки могут быть белого, розового или красного цвета. Дицентра также красива своей ажурной листвой сизо-зеленой окраски. Есть виды с эффектной густой кроной из рассеченной листвы. К таким относятся дицентра исключительная. Высота ее кустика всего 20-30 см. Они хорошо разрастаются, образуя плотные посадки из пышной зелени и розовых соцветий. Крона этой дицентры выглядит красиво даже без цветов. Кроме того, под плотными посадками дицентры исключительной не станет прорастать сорная трава. Этот вид приживется даже в тенистых местах, но обилие ярких цветочков покажет при более хорошем освещении. Цветет дицентра исключительно с середины мая до конца августа и даже в сентябре. Ее очаровательные цветы диаметром 2,5 см красиво выделяются на фоне ажурной зелени. Они бывают розовыми, белыми, лиловыми или пурпурной окраски. Данный вид отличается красотой, неприхотливостью и выносливостью к морозам. Кустики выдерживают понижение температуры до минус 35 градусов. В декоративном садоводстве огромной популярностью пользуются эффектные гибриды дицентры исключительной и виды дицентры красивой. Это невысокие растения с привлекательной перистой листвой голубовато-зеленой окраски, которая напоминает высокодекоративную полынь. Соцветия состоят из многочисленных ярких цветочков. Есть красивейшие сорта с винными и темно-красными цветами. Цветение длится весь теплый сезон. К самым популярным сортам относятся King of Hearts, Ivory Hearts, Candy Hearts, Bacchanal, Burning Hearts и другие. Плоские колокольчики некоторых сортов в диаметре достигают даже 4-5 см. Кроме того, гибриды дицентры не только невероятно красивые, они долго цветут и не боятся морозов. Их зимостойкость относят к 3 и 4 климатическим зонам. В садах с более суровым климатом кустики дицентры высоко мульчируют опавшей листвой и лапником. Если вам удастся приобрести разные сорта дицентры, вы сможете украсить ими свой сад уже с весны и до прихода устойчивых холодов. Это великолепное и неприхотливое растение, которое при минимальном уходе не поражается болезнями и вредителями и эффектно выглядит весь сезон. Дицентра – это один из немногих красиво цветущих многолетников, который вас никогда не разочарует. Друзья, поделитесь, пожалуйста, своим опытом выращивания дицентры. Большое спасибо вам за ваши советы, лайки и комментарии. Не забудьте также оформить подписку на наш канал, чтобы в дальнейшем не пропускать выход новых видео. Продлить цветение дицентры можно с помощью удаления отцветших соцветий. К тому же цветущие растения можно подкормить суперфосфатом.
Децентра может расти на одном месте около 5 лет. С возрастом кустики лучше делить и рассаживать. Такую процедуру проводят в перчатках, так как сок корней этого многолетника считается ядовитым. В холодных регионах молодую поросль децентры ранней весной укрывают, чтобы она не пострадала от морозов. В своей 5-й климатической зоне я этого не делаю. В жаркий период кустики потребуют своевременного полива и мульчирования. Но стоит знать, что постоянное переувлажнение в зоне корней может привести к развитию гнили. Высадку саженцев проводят в апреле или в начале осени. Для этого многолетника можно выбрать любое место в саду, главное не в полной тени, так как красивого цветения от таких кустиков вы не дождетесь. Почва подойдет любая, хотя децентра больше любит умеренно влажный, рыхлый и питательный грунт со слабокислой реакцией. Посадочное место лучше подготовить заранее. Так как у децентры достаточно развитая корневая система, яму надо выкопать объемную, а на дно уложить слой дренажа. В состав почвы под перекопку добавляют хорошо перепревший компост, песок и минеральные удобрения. Если у вас земля с щелочной реакцией, лучше внести большую ложку коллоидной серы или кислый торф. По окончанию цветения можно собрать свои семена. Они не теряют схожесть до 2 лет. Но при посеве у вас могут вырасти сеянцы, которые будут отличаться от сортовых качеств материнского растения. К тому же этот метод займет больше ваших сил и времени. Гораздо проще размножить децентру делением корневища. Это великолепное растение многие выращивают даже как комнатную культуру с обязательной зимовкой в прохладных условиях. Децентра – это яркое украшение любого сада. С помощью ее очаровательных соцветий и кружевной зелени вы легко красите свою территорию на весь сезон. Тем более, что никаких сложностей по уходу этот неприхотливый многолетник вам не создаст. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч в нашем добром саду.